Всем привет! Запланировал в ближайшее время разлить вино по бутылкам и укупорить корковой пробкой. После длительной выдержки его желательно осветлить, так как прозрачность вина меня не очень устраивает. И есть несколько способов осветления вина. Для этого используют бентонит, робиклей, танин, белок куриного яйца, желатин. Этот процесс называется оклеиванием или оклейкой вина. Под оклейкой понимают добавление к вину различных веществ, которые оказывают адсорбирующий эффект и способствуют выпадению сторонних примесей в осадок. Сразу следует заметить, оклейка и фильтрация вина – это разные вещи. Фильтруют вина через различные фильтры из бумаги, фланели и так далее. Этот процесс сильно влияет на качество вина и не в лучшую сторону. Во время фильтрации напиток выдыхается, а значит становится менее прочным. Поэтому оклейка всегда в приоритете. Обычно после 3-6 месяцев вино готово к употреблению. Если все было сделано правильно, после бурного брожения емкости с вином находились в нужных условиях, то напиток должен осветлиться сам, и его можно смело разливать по бутылкам. Порой процесс осветления может затянуться до года. В прозрачном на вид напитке остается едва уловимая муть, отходы жизнедеятельности дрожжевых грибков, белковая масса, оставшаяся от погибших дрожжей и прочие примеси. Я для себя выбрал способ оклейки желатином и использую его не один год. Это, на мой взгляд, один из лучших и дешевых способов избавиться от мути и нанести минимальный вред продукту. Также желатин можно более точно дозировать, в отличие, к примеру, от яичного белка. Для 10 литров вина необходимо от 0,5 до 2 грамм качественного натурального желатина. Перед оклейкой его нужно замочить на 2-3 часа в небольшом количестве холодного вина или кипяченой прохладной воде. Затем нагреть на водяной бане и смесь хорошо перемешивать до полного растворения желатина. В результате должен получиться раствор с температурой 35-40 градусов Цельсия без комочков.